Беспроводные наушники с шикарным дизайном, стильным боксом, великолепными материалами, топовой сборкой, активным шумоподавлением до 47 дБ, режимом прозрачности, отличным звучанием, удобным приложением, функцией мультипоинт, защита от воды класса IP54, режимом низкой задержки, различными технологиями для улучшения качества звучания, работы микрофонов и так далее. Вы же прекрасно знаете, Huawei впереди планеты всей по функциям на наушниках. Обо всем этом я прочел в рекламе к наушникам под названием Huawei FreeBuds Pro 2. И нет, здесь нет измерения температуры, как в воноровских ушах похожих, но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, по моему мнению, я сейчас вам расскажу. Распаковка. Поставляются Huawei FreeBuds 2 Pro в небольшой упаковке, коробка белая с изображением наушников, а также золотистыми надписями и краткой информацией. Упаковано все минималистично и компактно. В комплекте мы имеем бокс, наушники, документацию, 3 пары силиконовых сменных амбушюр. На подарок подойдет, но только из-за внешнего вида самого устройства, так как коробка, не сказал бы я, что особо презентабельна. Вес бокса 52 грамма, вес одного наушника 6,2 грамма. Габариты бокса 67 на 24 на 47 мм, габариты наушников небольшие 29 на 21 на 23 мм. Звуковод короткий 5,7 на 7,9 на 1,9 мм. Под любые уши подойдут, во всяком случае звуководом. И напоминаю, разумеется, я приобретал их на Али, по какой причине там было дешевле. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 мивентов 6 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе же мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе. На данный момент разыгрывается iPhone 14 у меня, OnePlus Nord N20 SE, Poco M5s и мрачный текновский смартфон. Но все в наличии, так что приходим. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. iPhone будем разыгрывать 11 ноября. Перейдем же к наушникам. В продаже есть 3 расцветки, это голубая, серая и белая. Дизайн бокса стильный, как в принципе и дизайн наушников. Тактильно бокс очень приятный и сборка качественная. В кармане он слегка мешается, за время использования потертости не собрал, что хорошо. На корпусе расположили с тыльной части надпись Huawei и Devialet. По идее, они помогали Huawei настраивать эти наушники, но если честно, все это не важно. Сколько бы коллаб не было, вы же прекрасно понимаете, что это только маркетинг. Разъем USB Type-C и кнопка для сопряжения. Открыть одной рукой бокс можно без проблем. Шарнир металлический, крышка в открытом состоянии фиксируется, что очень удобно. Люфт как в открытом, так и в закрытом состоянии у крышки отсутствует. Далее внутри расположили LED-индикатор, 2 места под наушники с 2 контактами для зарядки в каждом. Наушники в боксе слегка гуляют, если попытаться вытряхнуть, то нужно будет приложить усилия. Извлекать наушники из бокса довольно легко. Емкость аккумулятора 580 мАч, полный цикл зарядки у меня занял ровно 1 час. Беспроводная зарядка стандартно QI на борту и полный цикл зарядки беспроводным путем занимает около 2 часов. Наушники можно перезарядить от бокса полных 4 раза. Саморазряд у бокса я не наблюдал. Изготовлены наушники из зеркально-глянцевого материала. Внешне они выглядят интересно и дизайн отдельный плюс. Особенно в голубой расцветке они выглядят прямо эпично. Звуковод овальной формы с металлической сеточкой. Сборка данной пары отличная. Посадка плотная, из ушей выпирают не сильно. Дискомфорта при длительном прослушивании музыки лично я не обнаружил. Уши не устают, что радует. При занятии спортом из ушей не выпадают, что хорошо, и стандартно для затычек, но при условии правильного подбора амбушюр. На корпусе есть 2 контакта для зарядки, по 3 микрофона с датчиком костной проводимости на каждом наушнике. Ко всему, наушники имеют алгоритм глубинных нейронных сетей DNN. Далее есть надпись Huawei и область управления. Из нажатия и свайпов на борту плей-пауза, переключение треков, вызов голосового помощника, ответ сброс вызова, переключение между режимами, изменение громкости. Настроить тапа можно в приложении, но не полноценно, что, конечно, фейл. На тапы наушники откликаются хорошо и быстро, ложных срабатываний я не обнаружил, управление довольно удобное, за что отдельный плюс. Далее оснащены наушники 11-мм динамическими драйверами с 4 магнитными, а также высокочастотными драйверами. Частотный диапазон от 14 Гц до 48 кГц, и не надо мне писать, что ухо это все дело не слышит, потому что, опять же, вопрос сибилянтов. Это специально сделано с ощущением, что у нас прямо аудиофильские уши. Затухание, все дела. Huawei FreeBuds Pro 2 созданы при поддержке компании Devialet и имеют сертификацию Hi-Res Audio Wireless и HWA. Данная модель имеет технологию, координирующую работу 2 звуковых модулей. Интеллектуальное динамическое активное шумоподавление до 47 дБ. На борту есть также режим как ультра, обычный комфорт шумоподавления. Работает оно хорошо, но опять же в режиме ультра. Все остальное, как говорится, маркетинг. То есть либо вы включили активный шумодав, либо нет. Режим прозрачности также на борту, отрабатывает неплохо, но функция
функция выделения голоса по мне бесполезна. Может быть, кому-то с нарушением слуха она больше подойдет, но мне с обычным слухом без нарушений она некомфортна. Разговаривать с собеседником, не снимая наушники, удобно, что было очевидно. Заряд наушников в шторке отображается, по одному наушники работают и переподключаются бесшовно. Автоматически подключаются к ранее сопряженному устройству после открытия крышки бокса. Мультипоинт на борту до 2 устройств, за что спасибо. Можно выбирать много разных функций в программе. К одному они устройству будут подключены, или к другому, или одновременно, или приоритеты. В общем, все, что душе угодно. Инфракрасный датчик обнаружения уха тоже в наличии, вдобавок их можно отключить в приложении. Работает оно корректно и быстро. К слову, хочу отметить, что активный шумодав работает даже при одном наушнике. Анимация в наличии, но только со смартфонами Huawei, либо смартфонами с такой же операционной системой. Так же, как и идентификация музыкальных композиций. На борту, кроме вышеперечисленных датчиков, есть гироскоп и акселерометр. Далее, емкость аккумуляторов 55 мАч. Полный цикл зарядки занял 27 минут. Наушники разряжаются за 1 час. Проигрывание музыки по кодеку AAC на 100% громкости без активированного активного шумодава на 14%. Заряд происходит неравномерно, и левый наушник разрядился на 14% за час, правый только на 10%. Тест я проводил, еще раз повторяюсь, при 100% громкости без ANC. За 3 часа левый наушник разрядился на 52%, а правый на 43%. Время автономной работы у нас 6 часов, что очень даже круто, но опять же, когда левый наушник отрубился через 5,5 часов, правый отыграл 6. За 10 минут зарядки в боксе наушники зарядились на 43% и свободно могут отыгрывать почти 3 часа. И это тоже круто. Водонепроницаемость есть только у наушников рейтинга IP54. Я искупал их в воде, по итогу они остались живы, что радует, а также внешне они никак не пострадали, звучание не ухудшилось. Но я вам не советую, так как такой класс защиты защищает максимум от мелкого дождика или пота. Далее, для полноценной настройки девайса нужно установить приложение Huawei Live. В приложении на данной странице с наушниками мы имеем заряд наушников и бокса по отдельности в процентах. Также есть окошко мультипоинта, окошко с переключением между режимами. Далее находится настройка качества звука, в которой можно включить кодек LDAC и использовать хорошо настроенные 4 стандартных эквалайзера или даже кастомный эквалайзер. Также можно включить HD Voice и HD Smart. Проверить правильность посадки, настроить тапы, найти наушники, включить режим низкой задержки и обновить прошивку, которая мне, к слову, уже прилетала. Летим дальше. Bluetooth версии 5.2 не последний 5.3 на данный момент. Из кодеков на борту я обнаружил только SBC, AAC и LDAC. По кодеку AAC с айфоном на данный момент наушники работают не очень корректно, лично как по мне. Через две стены с другой стороны они не отваливались, и фризов я не наблюдал. Задержка на YouTube незаметна, в играх задержка с включенным игровым режимом неплохая, но я ожидал лучшего. Играть можно, примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны отрабатывают хорошо, перегруз, разумеется, присутствует, как и искажение голоса, но в целом внешние шумы глушатся хорошо. Также для интереса я включал аудиодиктовку и заметил, что если использовать микрофон смартфона, айфона, то текст пишется корректно. Если же диктовать через наушники, то вообще ничего у вас не выйдет. Из этого мы делаем вывод какой? Правильно, что микро здесь не супер-мега крутые. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы беспроводных наушников, микрофонов Huawei FreeBuds 2 Pro в помещении. Ну, что я могу сказать? По мне работают они неплохо. Специально проходил сейчас через две стены. Проверял, записывает ли микрофон. Записывает, через две стены они ловят. В помещении они работают значительно лучше, чем на улице. На улице они меня, как вы поняли, не особо дико порадовали. Плюсов у этих наушников просто море, но опять же мы помним, что ничего Huawei в них нового не придумала. Если в оноровских наушниках, допустим, у них была тема очень прикольная с измерением температуры тела. Если, допустим, Huawei FreeBuds 4, у них был отличный активный шумодав для вкладышей, просто нереальный звук, это все еще лучшие вкладыши, то здесь просто хорошие уши, да, где-то там что-то там они допилили,
LDAC этот великолепный, который не на всех смартфонах есть. Так что помним, если вы выбираете уши с кодеком высокой четкости для того, чтобы стать аудиофилом по ТВС-кам, нужно всегда проверять, будет ли ваш смартфон по этому кодеку с ними работать. В целом уши мне понравились. Вы услышите это в резюмиру, звук тоже. Просто вау-эффекта мало. А вау-эффекта мало из-за, вот опять же, подобных штуковин. Понятно, что я все время жду, что они там переплюнут Sony, Simhi, несмотря на стоимость. То есть Huawei делает хорошо. Первую версию они сделали почти так же хорошо, как Sony 3. В четвертых Соньках мне лично звук больше нравится, чем в этих ушах. Но по форме они значительно хуже. То есть Huawei по форме подойдет большему количеству пользователей. iPhone 13 Pro Max, пример работы микрофонов Huawei FreeBuds 2 Pro. Либо Pro 2, как вам удобнее, улица. И это 4К 60 FPS. Кому интересно, как все еще снимают яблоко после последних обновлений. Идеальные условия для съемки. Я бы сказал, что ничего нигде, видите, не отсвечивает. Облаков и правда по минимуму, но мы сейчас тестируем в первую очередь микрофон, правильно? Вот так, в довольно тихой обстановке на улице можно использовать данные микрофоны. Выглядят они, конечно, такое, скажем себе, с одной стороны. С другой стороны, во-первых, ты их не потеряешь. То есть эта штука блестит везде и всегда. Мне кажется, не существует такой поверхности, где бы не было возможности увидеть данную штуковину. И второй момент, разумеется, то, что по большому счету они форму бокса-то относительно FreeBuds вторых не поменяли, а по форме, если вам было удобно, то все еще будет удобно. По звуку Huawei, к сожалению, делает самые лучшие вкладыши. Вот сейчас только что проезжает трамвай, вот мы дождались, рядом с дорогой я тоже обязательно покажу. И с затычками у него тоже все хорошо, опять же, если вам подойдет форма. Но если с затычками кто-то с ними может тягаться, со вкладышами, еще раз напоминаю, Huawei FreeBuds 4 как были, так и остались лидерами по звуку, как минимум. И я бы сказал, что микрофоны особо круто не отрабатывают. Я вам обещал у дороги. Вот она, пример съемки у дороги. Сразу видим, как DJI работает iPhone 13 Pro Max 460 fps. Но самое главное, мы слышим, что микрофоны супер волшебными не назовешь. При том, что на улице они работали, ну, я бы не сказал, что тоже фонтанно. И всем, кто хочет мне напомнить, что Саня, ты сначала должен был протестировать их в помещении. Да, в помещении сразу было видно, что не особо. И что также хочу отметить, к сожалению, я их обновил, ничего не поменялось. Вот сейчас с обновленной прошивкой все это дело вы и слушаете. Никаких каких-то супер ветров здесь нет, нет дождя, нет снега, не такие громкие, как у нас, допустим, мотоциклы. Но все равно, несмотря на это, к сожалению, микро довольно посредственно, учитывая стоимость девайса, потому что за такую стоимость, ну, они должны быть хотя бы как половинку, как роды, беспроводные наушники, а это просто вот так. Звучание. Лично мне оно понравилось. В токовом звучании запаса громкости достаточно, даже без активации LDAC. Звук насыщенный, объемный, низкие частоты великолепно проработаны, средний бас в наличии, но нужно долго и упорно подбирать амбушюры. Вполне возможно, штатные вам не подойдут, и, разумеется, нужно каждый раз проверять прилегание. Подобрали под себя амбушюры, все, после этого уже танцуйте. И используйте эквалайзер, и проверяйте прилегание, и подбирайте под себя кодеки. Может быть, вам вообще на AC покажется звук лучше, чем на LDAC. Средние частоты на низкие не заползают, но по прошествию 3 месяцев продаж прошивку они не допилили до состояния, чтобы можно было сказать, что вау, это замена Sony или Синхов последних. Нет, это не мое мнение. Мое мнение, что они просто хороши, но слушал я и лучше, пусть и намного дороже. Из минусов: нет возможности полноценно настроить тапы, заметная задержка в играх, не топ микрофоны и цена. Во всяком случае, для кого как, но вот, допустим, я недавно выгрузил топ-10 наушников до $50. Я бы не сказал, чтобы они прям так люто по микрофонам и звучанию проигрывали этим ушам, а стоят они в 3 раза дешевле, поэтому посмотрите по возможности. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, если промокоды смотрите в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии, я туда выкладываю самые интересные предложения. Скоро у нас сейл, я думаю, веселого все равно выгрузят достаточно. И наш ритейл, и не наш. Не забудьте подписаться еще на Пользаграм, там мы скидываем примеры фотографий, видео с разных устройств, сможете
можете спокойно по хэштегу подобрать свое, посмотреть, что как снимает в разных условиях и сделать вывод. Всем, кто оставит любой комментарий под этим роликом, огромное спасибо, вы помогаете проекту. Резюмирую, беспроводные наушники Huawei FreeBuds Pro 2, учитывая их стоимость, неплохой вариант. Идеальным я их не назову, я бы выбрал первую версию, тем более внешне они практически не отличаются. Да, это достойные наушники, если вы приобрели их в районе сейла, но с другой стороны, ничего нового они не придумали. Активный шумодав как был хорошим, так и остался. По мне стали хуже микрофоны, я не назову их топовые за эти деньги. Свайпы по ножке для изменения громкости — это удобная штука, я к ней быстро привык. Выглядят они и правда бомбезно, но с другой стороны, стоят ли они этого — вопрос дня. С яблоком они играют лучше даже, чем с андроидом, опять же, по моему субъективному мнению. Будет еще топ дороже $100, они однозначно тоже будут присутствовать, но не на первом месте. Пишите по поводу того, что бы вы запихали в топ дороже $100 в комментариях, мне очень интересно. Пишите, как по вашему мнению стоят эти наушники своих денег или нет. Девайсу скромное да, опять же за те деньги, что я их приобрел. Спасибо за просмотр, ставьте лайк за труды, подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья!